Что большинство туристов знают о Кипре? Шикарный пляж – это раз, белоснежный песок – 2, бирюзовое море – 3. Думаете, это все? Как бы не так. В этом выпуске я докажу, что на этом острове есть другой отдых, отличный от пляжного, и он куда более интересный. Это Ян Буян. Погнали рушить стереотипы! Кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм, там то, что остается за кадром. В этом выпуске я спрячусь от пляжного отдыха в живописных горах. Так, а где море? Вон море. Вытяну из пресного озера весомый улов. Вообще, ты смотри, какая рыбеха. И сама попаду в опасные сети. Страшно, пипец. А еще побываю в отеле с кошмарной историей. Прям мурашки по коже. Приготовьтесь удивляться. Горные пейзажи, аутентичная винодельня, древний монастырь и звуки бузуки в отдаленной таверне уже заждались. Друзья мои, в этом выпуске пляжей не будет совсем. Скорее всего, у вас сейчас возник резонный вопрос, что же я здесь делаю? Дело в том, что я нахожусь на границе пляжа и аэропорта Ларнаки. А зачем? Я хочу увидеть садящиеся над головой самолеты. Вот-вот в аэропорт Ларнаки прилетит новая партия туристов. Вон летит. Кстати, этот самолет летит из Москвы, из Шереметьево. Не знаю, видно или нет, вон эта точка, я уже приготовила телефон. Буду снимать на телефон. Естественно, я все это запущу в Инстаграм. Ну а прямо сейчас отправимся в столицу Кипра. Сможете сходу сказать, какой это город? Уверена, справятся далеко не все. Узкие мощеные улочки, многочисленные храмы и памятники средневековой архитектуры. Это все Никосия. Гулять по этому древнему городу – одно удовольствие. Я не знаю, почему многие думают, что на Кипре нечем заняться, кроме пляжа и моря. Но вот вам, пожалуйста, уютный городок, по которому можно прогуляться, посидеть в кафе и наслаждаться прекрасным летним днем. Несмотря на простоватый вид, Никосия – полноценная столица европейского государства. Здесь штаб-квартиры кипрских банков, представительства крупнейших мировых компаний, в том числе главный офис Wargaming. Для тех, кто не в курсе, именно в этой организации разработали компьютерную игру World of Tanks. Но вернемся к истории. Город накопил невероятное количество памятников и музейных артефактов, так что давно стал лавкой древности под открытым небом. Никосия – очень древний город. Основан он около 4000 лет назад и за это время пережил множество событий. Был под властью франков, османов, венецианцев, англичан. В 70-х годах прошлого века часть Кипра стала принадлежать Турции. Разделилась пополам и Никосия. Вот так Никосию поделили Республика Кипр и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Стену возвели прямо посреди города. Прошло почти полвека, а охраняемая граница все еще делит город пополам. Едем дальше. Путь предстоит непростой, так что арендованная машина будет очень кстати. Передвигаться по Кипру удобнее всего на автомобиле, поэтому я решила арендовать четырехколесного друга. Цена будет 45 евро в день, включая страховку. Хорошо, отлично. Я беру автомат Citroën на 3 дня. Как все-таки хорошо знать английский язык в любой стране мира, тебя пойму. Я беру машину на прокат. И, конечно, заниматься английским лучше всего с преподавателем, поэтому я занимаюсь в онлайн-школе Just School. Молодец, Яна. Очень хороший урок. Пожалуйста, сделай это последнее упражнение к следующему уроку, чтобы мы могли закрепить материал. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Вы не просто просматриваете записанные уроки, а общаетесь напрямую с преподавателем. Это очень удобно. Попробуйте сами. Воспользуйтесь бесплатным пробным уроком, который, между прочим, проходит как полноценное занятие. А еще в Just School могут учиться не только взрослые, но и дети до 5 лет. А специально для моих подписчиков по промокоду ЯНБУЯН 2 урока в подарок. Все для вас, мои дорогие, а подробности вы можете узнать по ссылке в описании. Рекомендую.
Впрочем, на Кипре немало тех, кто свободно говорит на русском. Взять хотя бы вот эту страницу в Инстаграме. Вот вроде бы неплохая компания, авторские экскурсии, могут организовать полет над Кипром. Но если честно, мне хочется порыбачить. Попробую я им написать. Всего через пару часов уже знакомимся с Евгением, мастером по рыбной ловле. Думаете, мы будем рыбачить на море? Ошибаетесь. На острове немало водохранилищ, которые ничем не уступают природным озерам. Красиво тут. Да. Такая приманочка. На силиконовый? Да. Пробуем. Просто забрасываем и медленно-медленно вращаем к себе, как бы крутим. Ого, как далеко. Равномерно. Но здесь надо вот чем дальше, тем лучше стараться кидать. И просто вот равномерно, так вот тихо, плавно, никуда не торопясь. В пресных водоемах Кипра можно ловить карпа, сама, леща, баса. Кое-где даже раки водятся. Сорвался. Да-да-да, плюхнулось что-то. Если есть подозрение, там что-то происходит, да, то надо подсекать чуть-чуть, подсечку такую сделать, резкое такое движение, раз, так небольшое. Она меня поймала. Я пока без улова, а вот мой учитель открывает счет. Один есть, называется американский большеротый окунь. А че он не шевелится? Ну вот так он в запасе его, ему деться некуда. Че, отпускаем? Ну да. Еще минут 20 безуспешных попыток забросить удочку подальше, и, кажется, клюет. Быстрее. Слабину нельзя давать. Хороший крупный бас. А, как тяжело-то! Нифига себе! Так, на берег его. Все, больше нет. Вообще, ты смотри, какая рыбеха. Огонь. Огнище прям. Вообще, вот такая рыба. Бедненький. Вот прямо так вот, большим пальцем. Большой вовнутрь, большой вот так вот. Вот так, да, все. И он уже никуда не денется. Во, какая рыба. А может его уже пускать, чем мы его мучим? Не, нормально, если ничего не будет. О, вот так вот. И руку за рыбу вот так вот. О, все, теперь точно монстр будет. Красавчик. Рыбалка, скажу я вам, занятие увлекательное. Так бы и просидела с удочкой на берегу до самого заката. Но в планах еще один активный отдых – в горах. Город Родоса – природный заповедник. Летом отдыхающие местные спасаются здесь от прибрежного зноя, а зимой склоны горы Олимпос целиком и полностью во власти лыжников. Представляете, на Кипре есть горнолыжные склоны. И это все Кипр. Кипр, про который многие говорят, что здесь нечего делать, кроме того, как купаться в море. Что он весь выжженный и никаких достопримечательностей. Но вы сами, вот только посмотрите на эту красоту. Я готова здесь зависнуть и просто наслаждаться этим видом. Побродить среди горных хребтов, насладиться чистым воздухом, отдохнуть в тишине и прохладе. Это вам не лежать на пляже. Птички летают, ласточки. Так, а где море? А, вон море. Есть на Кипре и водопады. Допустим, сейчас я приехала к водопаду Милламерис. Вот он, красавчик. И судя по людям, они купаются. Скорее всего, им очень холодно. Сейчас попробуем, холодная она или нет. Я застряла. Ну, слушайте, она, конечно, холодная. Ладно, так. Хотела
сделать это изящно, но не получилось. Достайте меня отсюда! Все, кранты ногам. Холодно, 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 холодно. Такой он какой-то, как будто в уголке дикой природы находится, вот как будто укутан, спрятан. Очень красивый. Наконец добираюсь до веревочного парка Спарти. Место для тех, кого не впечатляет спокойный и размеренный отдых. Пойдем прогуляемся по самому большому веревочному парку в Европе. Главное – техника безопасности. Проводим, отцепляем, и здесь прицепляем, и дальше. И как здесь? Качается все. Я, конечно, понимаю, что есть страховка, но падать и проверять ее не очень хочется. Поэтому будем идти аккуратненько. Нужно понять, как повернуть вот этот вот карабин, чтобы не упасть. Ой, чтобы... Ой, ёпрст, как здесь все шатается. Подписываюсь же на всякие авантюры, а. Кажется, пришло время для свободного полета. Ну что, я вроде бы правильно зацепила зиплайн. И надеюсь, что я проеду сейчас и не навернусь. А самое интересное, что нужно мало что проехать, нужно еще умудриться зацепиться вот за какую-то, я не знаю, как ручку. Все, поехали? Страшно, пипец. Ладно. Опа, зацепляемся. Все, нормально. Не, прикольно, очень интересный опыт. Адреналинчик играет, так немножечко руки-то дрожат от страха. Все отлично, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Вы знаете, я вот смотрю здесь картинки, и я вижу, что меня дальше ждет. Как пройти через этот треугольник, я вообще не понимаю. Ну ладно, сейчас дойду и думаю, что разберемся. Пипец, просто пипец. Что меня радует в этом парке, если вдруг что-то пойдет не так, госпиталь прямо под рукой. Не шатайся, не шатайся, не шатайся, пожалуйста, не шатайся, не шатайся. Не надо шататься. Я дошла, это конец. Я это сделала. Считается, что горный массив Тродос образовался 70 миллионов лет назад. Старейшая достопримечательность острова. Есть и помоложе. Уютные живописные деревни, византийские монастыри, древние развалины. И с некоторыми из них нас с вами познакомит Лилия. Здравствуйте, Лия. Здравствуйте, Яна, здравствуйте, Яна. здравствуйте, Очень очень рада приятно. вас видеть, очень приятно. Спасибо. Так, какие у нас сегодня грандиозные планы? Сегодня супер грандиозные планы. Отправимся в горы Тродос, к Кикскому монастырю и поедем по одному из моих маршрутов. Посмотрим много интересных мест. Отлично. Так, я заинтригована и поехали Welcome. быстрее. Зачем нам тратить время? На Кипре Лилия, или как она себя просит называть Лили, больше 8 лет. Горы ее стихия. Знает о них все и время от времени показывает их туристам. То есть примеряет на себя роль гида. Направляясь в Тродос, очень много интересных мест можно увидеть. И я туристам всегда рекомендую заглянуть вот в это местечко. Это церковь Святого Николая. Вообще церковь затопленная, она так и называется, заброшенная затопленная церковь Святого Николая. В дождливые зимы уровень воды в этом водохранилище поднимается настолько высоко, что только крест виден над уровнем воды. И туристы, когда видят вот это зрелище, крест над водой, конечно, это их
приводит в некое недоумение, иногда в восторг. Когда-то на месте этого водохранилища была деревня Алоса. Но в 80-х годах прошлого века тут начали строить дамбу. Деревню перенесли, а церковь, которая без малого 100 лет, осталась. Мне кажется, действительно, зрелище какое-то просто непередаваемое, такое мистическое. Да, почти мистическое, когда один крест над водой. Я зимой, когда сюда приезжала, несколько раз видела ворону на этом кресте. И вот этот крест над водой, и ворона сидит. Вот то самое мистическое зрелище. И когда не понимаешь, а что же ты делаешь здесь, эта ворона? Откуда ты? С какой функцией ты здесь находишься? Так себе, мне почему-то сразу же фильм «Омен» вспоминается. Но мистика на этом не заканчивается. Едем к отелю, где, говорят, водятся призраки. На самом деле, видите, вон уже вот обвалилась одна часть, и ворота установили. Ну и вот один из призраков нас встречает. Отель «Беренгария» построен в 1930 году и в то время стал самой фешенебельной гостиницей на Кипре. Остров был британской колонией, поэтому в Беренгарии отдыхали самые богатые и влиятельные англичане. Говорят, даже Рузвельт заезжал. Вот так Беренгария выглядела в то время, когда ее построили. С высоты птичьего полета Беренгария напоминает птицу, раскрывшую свои крылья и летящую над горами. И вот эта шикарная лестница. Лестница, кстати, сохранилась с тех самых времен, как построили этот отель. Вот посмотрите, здесь как раз все отдыхающие, вот он этот бассейн. Вот в этом самом месте они отдыхали, были лежаки. Загорали. Да. У владельца отеля было 3 сыновей, и перед смертью он завещал им не делить имущество, а продолжить развивать гостиницу сообща. Но алчные сыновья отца не послушались и стали загадочно умирать. А здесь, с этого мостика, один из братьев нырнул в бассейн, сломал шею и больше не вынырнул. Ничего себе. Да, жуткие истории происходили здесь. Посмотри, Яна, вот там камин, видишь? Да. Там у этого камина стоял столик и 2 кресла. В одном из кресел застрелился второй брат. Я боюсь спросить, что стало с третьим. А третий брат от неразделенной любви покончил жизнь повешением в одном из номеров отеля. Печальная история. Жуткая история, прям мурашки по коже. Никто уже точно не помнит, как было на самом деле. Но продать этот отель Банк Кипра, которому он принадлежит по бумагам, не может уже несколько десятилетий. С потенциальным покупателем всегда что-то случается. Говорят, недавно все же появился смельчак, но довели ли сделку до конца, неизвестно. А мне кажется, из-за того, что братья не хотят, чтобы здесь что-то строили, забирали их территорию, сделать какой-нибудь музей и государство, ну, Банк Кипра не отдаст, конечно. И такие мысли тоже возникали, что, может быть, здесь организовать какой-то музей, может быть, здесь восстановить этот отель и запускать сюда туристов для осмотра. Но все-таки Bank of Cyprus решил его продать. Будем надеяться, что когда-то призраки кому-то позволят владеть этим отелем. Уходим. Лучше призраков лучше не трогать, а то мало ли, в каком они настроении сегодня. Я обычно, когда прихожу сюда, говорю: привет, ребята, мы ненадолго. Ребят, мы уже уходим. Пока. После таких историй не грех пригубить настоящей кипрской командарии. Лилия предлагает завернуть в старую аутентичную винодельню. Встречает нас менеджер Даниэль. Это семейная винодельня. Ей 350 лет. Она, 350? не знаю как по-русски, переходит от отца к сыну. Винодельней управляет наша семья. Свои напитки мы поставляем исключительно в рестораны и отели. В магазинах их не купить. Производим 150 тысяч бутылок в год и работаем в основном с местным виноградом. Ксинестери, Мавра, Маратефтика, Командерия и так далее. Сначала небольшая экскурсия по винодельне.
Помимо командарии, тут производят и другое вино, а еще бренди, виски и кипрскую водку. Тут ее называют зиванией. Дошло дело и до дегустации. То есть вот эти вот бутылочные тыквы, их высушивали, оттуда эти семена удаляли, заливали сюда парафин, который обволакивал всю внутреннюю поверхность, а затем использовали вот такие бутылочные тыквы для напитков. И заливали сюда и вино, и кумандарию, и воду можно было заливать. В общем, использовали эту бутылочную тыкву для напитков. А сейчас здесь на вайнере вот такой же формы бутылки, которые напоминают и стилизованы под вот такую бутылочную тыкву. И разработаны эти бутылки в Италии. Ну, И, кстати, очень оригинально. обратите внимание вот на эту бутылку. С этой самой бутылкой Джек Воробей бегал по пляжу. Командарию, которая производится из двух сортов кипрского винограда, ксинистерия и мавра, называют народным достоянием. Употребляют ее во время всех праздников. И даже каждый год в честь этого вина устраивают фестиваль. Небольшой лайфхак. Чтобы выбрать правильную командарию, обязательно обращайте внимание на название. Командария должна быть написана с 2 буквами «М». Если с одной, то брать ее не стоит. Следующая остановка – православный Кикский монастырь. Добираемся до него по горному серпантину. Все-таки хорошо, что за рулем бывалый проводник. Яночка, мы приехали в Кикский монастырь. Этому монастырю более 1000 лет. В этом монастыре хранится икона Пресвятой Богородицы, написанная апостолом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Конечно, этот Кикский монастырь очень почитаем в христианском мире. Кикос, в переводе с греческого, название одной из разновидностей дуба, который растет в горах Тродоса. Есть предание, что первые монахи делали свои кельи именно из такого дерева. Икона Богородицы Кикской находится справа от царских врат в главном храме монастыря. Лик скрыт плотными занавесками. Есть легенда, что один из монахов, очень любопытный, заглянул под занавеску и ослеп на долгое время. Зрение к нему вернулось, но этот случай стал для всех уроком. Всего в нескольких километров от монастыря еще одно интересное место. Сначала на пути статуя архиепископа Макариуса III, первого президента независимого Кипра. Чуть выше – то самое изящное строение. Здесь просто какая-то невероятная умиротворяющая атмосфера. Туристов на самом деле очень мало. Если прислушаться, то где-то вдалеке звонят колокола, щебечут птицы. И вы знаете, такое спокойствие на душе. А какая здесь природа, я вообще молчу. Это потрясающее место. Всем, кто будет на Кипре, я советую не пожалеть время и приехать сюда. Здесь, на вершине горы Трония, в особо засушливые годы монахи Кикского монастыря водружают образ Богородицы и молят ее о дожде. Такому ритуалу уже несколько веков. Отсюда и название горы. Она стала троном для иконы Божьей Матери. Уже на закате Лили предлагает заехать в еще одно малоизвестное, но очень любимое ею место. Мы с вами заезжаем в одну из самых аутентичных деревень на Кипре. Моя любимая деревенька Лофу. Эта деревенька не туристическая, это достаточно закрытая деревенька, но она очень популярна у киприотов. Здесь есть 2 таверны, и сегодня предлагаю в одной из них отужинать. Это традиционная кипрская таверна. Хозяина зовут Костас, и он всегда готов накормить гостей аутентичными блюдами. А иногда и сыграть им на бузуки. Это греческий инструмент. Раньше эта деревня выглядела как кладбище. Большинство строений было без окон, без дверей, без крыш. Один из домов достался моей жене по наследству от бабушки и дедушки. Тогда я сказал супруге, что поеду в Лофу и сделаю там таверну. В это время здесь вообще не было людей. Она очень удивилась. «Ты сумасшедший? Ты в своем уме?» Я ответил: «Со мной все хорошо». В итоге я восстановил это место и открыл здесь первую таверну.
Как давно вы играете на бузуке? Я играю где-то с 13-14 лет. Ого, это довольно давно. Это особенный инструмент из красного дерева. Делают базуки из разной древесины. Это из эбена. Хотите послушать, как звучит? Да. Браво, браво! Мы продолжим позже, снаружи. Сегодня Косас решил нас угостить клефтика, самое популярное блюдо на острове. Делается из мяса барана или козы, которое несколько часов томят в специальных печах. Приятного аппетита! Спасибо. Сейчас мы попробуем. Очень мягко, даже непонятно, что это баранина или... Здесь всегда свежая баранина. Кстати, здесь баранина очень хорошее мясо. И на все праздники, на выходные они обязательно готовят баранину. Так что наслаждаемся. Enjoy! Enjoy. Точно enjoy. Как же они ее сделают такой мягкой-мягкой? Она прям тает во рту. Вот. Настоящее национальное блюдо Кипра. И куда же без знаменитой кипрской картошки? Она настолько вкусная, что ее даже поставляют к британскому королевскому столу. О, вот картофель. а вот и картофель. Вот он, настоящий кипрский картофель. Вот она, клефтика. В общем, у нас сегодня traditional Cyprus ужин. Приятного мне аппетита. Приезжайте на Кипр, и вам будет тоже вкусно. Ну и как обычно, ссылку на все места я оставляю в описании к видео. Потрясающая игра на бузуке от хозяина таверны – лучшее завершение дня. Косас устроил для нас настоящий концерт. Ну вот и закончилось мое путешествие по настоящему Кипру. Уверена, что отдых на этом острове не может и не должен ограничиваться Лазурным морем и ровным загаром. Кипр в первую очередь это приветливые люди, прекрасные горные пейзажи и достопримечательности с богатой, а иногда и мистической историей. Остров хоть и маленький, но я думаю, не хватит и жизни, чтобы охватить все. Вы смотрели Ян Буян. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Новый выпуск каждую неделю. Не забывайте смотреть мои сторис и читать посты в Инстаграме. Там то, что остается за кадром. И помните, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Всем пока!